Общий салам. Салам. Че, падайте? Здорово, бандиты. Вот решил записать гайд по вашим просьбам. Для нового зрителя сейчас будет краткое вступление о себе. Играю я с 16 года. В 18 году позвали в команду Астралис потренировать ребят. В 19 году уже стал полноценным игроком нашей команды. Мы переименовались в No Mercy. Немного поменялся состав. За 2019 год успели поучаствовать в 11 турнирах, 7 из которых мы выиграли, и на 4 остальных мы заняли второе место. Еще было 2 турнира. На одном мы проиграли из-за глупых правил американских, и со второго мы ушли всем составом из-за свинского отношения, так скажем, организаторов турнира. В 2019 году прямую конкуренцию нашей команде могли составить только Serenity. Обе наши команды были сильнейшими командами не только РУ региона, но и в целом во всем мире. Ни одна европейская команда не могла нам составить конкуренцию на тот период времени. После выхода серваков в 2019 году из игры ушли многие сильные игроки, в том числе и я. Я же, в свою очередь, полноценно камбэкнулся уже в 2021 году. До того, как уйти из ДБД, я был мейнкиллером, играл основную часть времени на Хиллбилли. А после камбэка в 2021 году пересел окончательно на сурвов, так как в паблике нет никакого челленджа за киллера. Считай, просто как будто убиваешь ботов. А в свою очередь, когда играешь за сурва, у тебя все же больше челленджа и азарта, а также больше контента в плане рофлов. Вот такое вот краткое вступление. А теперь приступим к гайду. Итак, прежде всего вы должны понимать, что ДБД это ни в коем случае не прятки, не хоррор, а скорее это игра про догонялки. Это игра про скам. Кто лучше играет, тот и скамит, то бишь заказывает музыку. Под скамом я подразумеваю издевательства, там, рофлы, доведение до лива оппонента, ну, естественно, честным путем и скиллом, а не с помощью читов, там, багов и использованием нечестных абузов, как это делают некоторые игроки. За какого из выживших играть? Ну, в принципе, разницы абсолютно никакой. Все сурвы одинаковые в плане хитбоксов. Они отличаются только лишь скинами и моделькой. Лучше же, конечно, выбирать женские модельки, так как они меньше и, соответственно, менее заметны. А начать стоит качать Мэг Томас, так как у нее есть 2 сильных перка, которые находятся в верхнем тир-листе, который был составлен лично мной. Это спринт и адреналин, но от нее нам нужен будет только спринт. Если у вас есть возможность купить DLC, то купите как минимум одно с Джеффом Йохансsoном. Называется оно на английском Chapter 10 Darkness Among Us. Ну или копите 9000 осколков на покупку самого Джеффа во внутриигровом магазине. Позже я объясню, почему именно его. Наш конечный билд будет выглядеть следующим образом. Это спринт, дежавю, Kindred и Distortion. Если же у вас все же нет возможности купить Джеффа, то его обучающий перк можно заменить на общий перк, фиксацию, он же называется сейчас Self-Aware, либо на Картенене и Карлсон, он же городской бег. Итак, начнем со спринта. Читать описание я вам не буду, чтобы не засорять эфир, а просто выведу вам его на экран. Что же такое спринт? На текущий момент это сильнейший ускоряющий перк выживших, который всегда с релиза самой игры находился в Астире. Далее я буду рассказывать про перк посредством плюсов и минусов, описывать каждый пункт, какие преимущества и недостатки у каждого из последующих перков. Итак, начнем с плюсов. Первое. Это заводка мертвых генераторов. Что такое мертвые генераторы? Это понятие, когда генератор находится в чистом поле и у вас нет каких-либо перетяжек, и скорее всего вы получите либо фри-хит, ну или если это какой-то киллер с ваншот механикой, то вы скорее всего умрете. Под перетяжкой подразумеваются какие-либо сейвовые окна, либо палеты, с помощью которых вы можете убежать от теплых или горячих генераторов.
тем самым не умерев там и не повиснув в треугольнике и не создавая дополнительных проблем для ваших тиммейтов, которым помимо того, чтобы завести генераторы на этой стороне, придется еще и спасать вас. Спринт же позволит вам из мертвого места добежать до какого-то сейф-спота, получить там перетяжечный хит и с помощью уже непосредственно на спринте от хита перетянуться вообще на другую сторону, где, скорее всего, убийца вас бросит и предпочтет защищать свой треугольник, ну, или оставшиеся генераторы на своей стороне. Таким образом, вы дадите кучу спейса для своих тиммейтов, засейвите какой-нибудь важный спаун, который в лейте выиграет вам игру. Второй плюс — сейвы. Под сейвами подразумеваются как снятие с крюка, так и спасение с помощью скидывания палеты, если ваш тиммейт лежит в доске. Но либо же сейв с помощью фонарика, но это самый нестабильный такой сейв, так что не занимайтесь этим никогда в пабе. Сейв с крюка с помощью спринта может быть двух типов. Это когда вы либо врываетесь на спринте, то есть с готовым спринтом вы подкрадываетесь к крюку, ждете момента, когда убийца отвлечется на что-либо и спринтуете, чтобы снять вашего тиммейта с крюка. Либо же с подготовленным спринтом снимаете чела и убегаете на спринте после сейва. А вот с сейвом палеткой все гораздо сложнее. Мало того, что нужно знать тайминг, это еще надо, чтобы убийца вас не нашел и у вас был готов спринт. Но если все звезды все же сошлись, и киллер начинает подбирать вашего тиммейта в доске, вы спринтуете и сейвите доской. Это один из самых мерзких сейвов для киллера, так как выживший не получает стадию на крюке и может продолжать бегать и создавать спейс для заводки генератора в вашей команде. Третий пункт. Легче убежать после сейва. После того, как вас вешают на крюк, у вас моментально откатывается усталость. И когда вас спасают, вы можете сразу бежать в безопасную область, тем самым осложняя туннелинг киллеру. Четвертый плюс. Абуз 99%. Когда вы бегаете через Shift, у вас не откатывается, соответственно, усталость. Но со спринтом это можно забудить следующим образом. Вы откатываете усталость до 99%, оставляя примерно полсекунды до отката, и зажимаете Shift. Тем самым у нас будет готово ускорение, тот самый спринт по кнопке. И сразу же перейдем к пятому пункту. Это можно давать спинки против киллеров с ваншот механиками, такими как Хиллбилли и Буба. Против Они лучше не рисковать давать спинку, но если все же у вас тиммейт Deadhook, а вы там ни разу не висели или висели один раз, можно попробовать. Каким образом это работает? Встаете проход, блочите возможность пройти Бубби или Хиллбилли, вынуждая их заводить на вас фуллового свою обилку, то бишь пилу, и сразу спринтуете. Тем самым вы выигрываете время для вашего тиммейта, и, возможно, если Хиллбилли или Буба решат завести свою пилу до конца и применить ее, то они избивают себе Bloodlust. Ну и последний плюс, немаловажный, это все же перетяжка между генераторами. Когда вы добегаете до первого генератора, и пока вы его чините, у вас откатывается усталость, вы после починки сразу же бежите к следующему и добегаете, соответственно, быстрее. И, соответственно, быстрее начинаете заводить следующий генератор. То есть спринт очень положительно влияет на генраж. Теперь перейдем к минусам. Первый минус — это спринт частично тормозит геймплей. То есть, когда вы респаетесь, вы чаще всего идете пешком до ближайшего генератора. Соответственно, теряете время на заводку. Но это очень важный фактор, так как у вас нет информации, какой против вас киллер, и вам нужно всегда держать в начале матча спринт на готове, чтобы не получить фрихит и перетянуться в сейвовое место. Но если вы видите, что генератор закрыт караптом, то есть скверный, то тут уже надо тратить спринт и быстрее бежать до открытого генератора. Второй пункт. Почти бесполезен в чизе, кроме моментов, когда он у вас готов на 99%. Но опытным игрокам не всегда нужны ускоряющие перки во время чейза. И по игре спринт показывает себя гораздо лучше, так как вы можете начинать чейзы с более выгодных для себя мест, когда, допустим, вы заводите или убийца приходит к вам и застает там вас врасплох. Ну и третий минус частично контрится фирмонгером.
он же Mindbreaker, он же наводящий ужас. Это перк, который вешает на вас 5-секундную усталость и 5-секундную слепоту во время заводки генераторов. Но этот перк очень редко берут убийцы, но его все равно можно обыгрывать и иногда даже использовать в свою пользу. То есть те моменты, когда у вас готов спринт, вы подходите пешком к генератору, садитесь заводить его, на вас вешается 5-секундная усталость, соответственно, вы можете уже перетягиваться между генераторами свободно на шифте, не тратя при этом спринт. А если за вами начнется вот какой-нибудь чейз, то вы можете там походить несколько секунд, откатить спринт и убежать. Дежавю. После последнего бафа уверенно перекочевал из А тира в С тир. Подсвечивает 3 ближайших друг к другу генератора и дает 6% бонуса к починке. Плюсы. Первое. Всегда показывает треугольники. Под треугольником подразумеваются 3 ближайших генератора, которые расположены друг к другу и которые легче всего защищать убийца. Дежавю частично помогает разбить этот треугольник, но и дает вам понять, что лучше в этом треугольнике не бегать и не падать. Так что, если вы видите какие-то треугольники, старайтесь как можно дальше убежать от них. Второй плюс. Можно увидеть закрытые генераторы с дистанции. В начале матча иногда можно увидеть закрытые генераторы. Это перк убийц, называется вмешательство скверны, который не позволяет заводить закрытые генераторы в течение 120 секунд, либо же пока не упадет один из выживших. Третий плюс. Бонус к починке в виде 6%. С последним бафом Дежавю этот бонус стал перманентом, а не 60 секунд, как раньше. Теперь же вы постоянно можете заводить быстрее подсвеченные генераторы. Четвертый плюс. Помогает заучить спаун генераторов и треугольников. Пока вы играете с Дежавю, старайтесь запоминать спавны генераторов, треугольников на различных картах. В дальнейшем вы, скорее всего, откажетесь от Дежавю в угоду каких-нибудь других перков или билдов, которые будут вам интересны. И вы должны будете понимать и помнить, где расположены генераторы и треугольники на различных картах. Ну и маленький совет при починке. Когда вы чините генератор, осматривайтесь вокруг и старайтесь высматривать палеты или окна, где вы будете бегать в случае чрезвычайной ситуации. Минусы. Явных минусов у перка нет, кроме одного. Дежавю не отображает желтой аурой на подсвеченном генераторе. То есть это могут быть как перки убийцы, либо как перки выживших. Поэтому старайтесь держать эту информацию в голове, чтобы в будущем не зафакапиться. Kindred. Супер крутой перк для новичка. Будет помогать вам и вашей команде разбираться с ситуацией на карте, когда кто-то из выживших оказался на крюке. Когда вас вешают, ваши тиммейты начинают видеть друг друга через всю карту, а также они видят убийцу в радиусе 16 метров от вас. Если же вешают не вас, а вашего тиммейта, тогда вы начинаете видеть других сурвов по всей карте и убийцу в радиусе 16 метров от повешенного. Плюсы и минусы. Единственным и главным плюсом, конечно же, является информация. Информация не только для вас, но и для ваших тиммейтов. Во время повешенного кто пойдет на сейв, чтобы не было ситуации, когда трое выживших снимаются с генераторов и пытаются спасти обреченного с крюка. Kindred же позволяет нивелировать эту ситуацию, а также показывает, кемпит убийца или нет. Минусы. Информация также является и минусом. Вы будете видеть действия бесполезных тиммейтов, которые во время того, как ваш тиммейт или вы сами умираете на крюке, они начинают ползать по карте. Либо же, пока вы висите на крюке, они втроем решают ребус, сколько нужно сурвов, чтобы выкрутить лампочку. Но для вменяемых тиммейтов, у которых IQ больше, чем 1, этот перк будет очень полезен. И вы со своей стороны дадите кучу импакта. И ни в коем случае не забывайте, что вы новичок, и вы будете висеть часто и долго. Поэтому Kindred будет неотъемлемой частью вашего билда. Distortion, оно же искажение. Сильнейший перк против ауры убийцы. Уверенно располагается в S-тире. Всегда поможет вам против самых опасных перков убийцы на чтение аур. Под чтением аур подразумевается то, что убийца может возвидеть сквозь любые преграды при соблюдении определенных условий их перков. Самые опасные перки для чтения ауры убийц — это же преследователь-убийца и им не укрыться. Преследователь-убийца позволяет киллерам в начале матча видеть сурвов в течение 11 секунд.
Это супер опасный перк в руках Нюрсы или того же Мора. Также этот перк любят использовать дурачки на Аннушках, чтобы дать фри-хиты в начале матча. Второй же перк «Им не укрыться» позволяет киллерам видеть ауры в радиусе 24 метров от себя после поломки генератора в течение 5 секунд. Преследователь-убийца же бафает этот перк на дополнительные 2 секунды. Искажение же полностью контрит все эти перки, а также в довесок в течение 10 секунд во время действия у вас не появляются следы трещины при беге. Теперь перейдем к плюсам и минусам. Первый плюс. Помогает собирать инфу по перкам убийцы. Distortion — это единственный перк в игре, который помогает собрать инфу, какие именно ауры использует убийца. Первое время вы не будете понимать, почему вас сожрал токен Distortion, поэтому после каждой игры обязательно чекайте аддоны и перки киллера. Со временем вы их обязательно запомните и сможете давать адекватную инфу, играя в пати. Второй плюс. Сейвит от фри-хитов. Как я упоминал ранее, убийца не сможет увидеть вас с помощью своих ВХ-перков через всю карту и не сможет застать вас врасплох, нанеся бесплатный хит. Третий плюс. Контрит половину билдов паб-киллеров. В пабе убийцы обожают брать перки на чтение аур сурвов, чтобы не думать башкой лишний раз и разносить паб на мобильных киллерах. Теперь минусы. Минус всего один. Плохо восстанавливается против стелс-киллеров, так как у стелс-киллеров отсутствует террор из-за их способностей. Ну или террор может быть вовсе маленьким, как у Майкла Майерса на второй стадии. Также не восстанавливается под статусом забывчивости, которые могут быть вызваны перками убийцы или способностями, как фаза сна у Фредди. Итак, допустим, что у вас все же нет возможности купить DLC с Джеффом. Тогда мы заменяем Distortion в нашем билде на фиксацию. Первое время будем играть с ней, пока не накопим 9000 осколков. Фиксация, она же Self-Aware или на русском самопознание, позволяет нам передвигаться на 20% быстрее пешком. Это лучший перк для активного стелса, который еще помогает сэкономить кучу времени. Переходим к плюсам и минусам. Первый плюс. Отлично сочетается со спринтом. Спринт нам придется экономить очень часто, поэтому в основном мы будем ходить пешком. И фиксация очень сильно помогает при таких передвижениях. Второй плюс. Силен против Рин и Синобита. Очень хорошо ломает тайминги этим киллерам. Играя с фиксацией против Рин, можно успеть зайти за преграду, пока она находится в обилке. Многие игроки на этом киллере не учитывают тайминги ходьбы сурва с этим перком, поэтому их можно запутать и впоследствии, возможно, они вас потеряют. Против Синобита, когда в вас попали цепями, вы продолжаете движение с ускоренной ходьбой при разрыве цепей. Это очень сильно ломает тайминги Синобиту, и вы чаще будете успевать добежать до палеты или сейвового окна. Третий плюс. Помогает прокрасться куда-либо незаметно. Так как у нас увеличенная скорость ходьбы, и при ходьбе мы не оставляем следов трещин, соответственно, окно, в которое нас можно заметить, сокращается на 1/5. А это очень много и очень сильно решает. Четвертый плюс. Является общим перком. Нам не придется вливать больше миллиона бладпоинтов какого-то сурва, чтобы достать этот перк. Достаточно прокачать его в паутине у любого интересующего вас выжившего. Минусы у этого перка напрочь отсутствуют. И сразу же перейдем к следующему перку для активного стелса – Картаны, он же Urban Evasion, он же Городской бег. Является обучающим перком Ней Карлсон и позволяет передвигаться на корточках со скоростью, равной скорости ходьбы выжившего. Плюсы и минусы. Первый плюс. Силен против Хаги. Против ведьмы Картаны сильны тем, что позволяет вам быстрее пройтись по ловушкам, нежели чем с обычной скоростью, находясь в приседе. Да, передвигаясь в приседе, вы не триггерите ее ловушки, а еще гораздо удобнее дизармить ее трапы, так как на Картанах вы быстрее подкрадываетесь к ловушке и смываете ее. Ну и самый важный фактор, вы быстрее засейвите тиммейта, который висит на крюке, пройдя к нему на Картанах и не затриггерив ловушки. Второй плюс. Помогает прокрасться незаметно куда-либо. Тут немного похожая ситуация с фиксацией, но все же другая. С этим перком вам не обязательно передвигаться в полный рост. Поэтому, прокрадываясь куда-либо, вы это делаете с моделькой в 2 раза меньше обычного сурва. И вы сокращаете область своего обнаружения аж в 2 раза. Третий плюс. Можно передвигаться в приседе, нежели в полный рост. Так как городской бег бустит нашу скорость в приседе на 100%, соответственно наша скорость на Картанах будет равна скорости ходьбы сурва. Минусы. Нужно качать Нью Карлсон. Как я говорил ранее, этот перк является обучающим перком Ней Карлсон. И чтобы он появился у других выживших, придется прокачать ее как минимум до 1 престижа, потратив более 1 миллиона бладпоинтов. Поэтому наш выбор всегда должен падать на фиксацию, если нет возможности купить Джеффа. Итак, с перками мы закончили, теперь перейдем к следующей части нашего гайда. В данном пункте мы поговорим о 2 бесполезных перках, которые используют бесполезный мусор, считающий, что умеет играть.
Это бесполезная уникалочка, которая занимает драгоценный перк-слот. И не менее бесполезный самохил, который руинит в командной игре. Начнем же с самого популярного и одного из самых бесполезных перков – уникалочки. Что же такое уникалочка? Это overrated параша, которая принадлежит Кейт Дэнсон. Она позволяет нам видеть палеты, окна и стены в радиусе 32 метров, которые подсвечиваются желтой аурой. На бумаге звучит круто, согласны? Этот перк активно советуют новичкам мусорные игроки, в частности стримеры, которые мало того, что играть не умеют, так еще и руинят своим тиммейтам. И раздают максимально тупые советы начинающим игрокам, обуславливая это тем, что уникалочка помогает в мансах и помогает запомнить спавн. Но это очень глубокое заблуждение и в корне неверное, так как игрок с уникалочкой перестает думать и всецело надеется на свой перк, не оценивая ситуацию на карте, и глядит на всю эту желтую ссанину, которая находится у него на мониторе. Если же ты бесполезнейший с уникалкой и не согласен с моим мнением, тогда ответь на следующий вопрос. Какая конструкция спавнится на 11 часах заброшенной скотобойни, если лачуга это час? Можно легко понять, что мусор с уникалкой никогда в жизни не ответит на этот вопрос. На этот вопрос в состоянии ответить только нормальный и внимательный игрок, который действительно старается запомнить спавны. Да и вообще, начинающему игроку информация о палетах и окнах вообще ничего не даст. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что начинающий игрок в принципе не понимает и не знает, как обыгрывать палеты, скидывать их, как правильно лупить и как правильно перетягиваться. Он также не знает, какие палеты сейвовые, а какие мертвые. Все это приходит методом проб и ошибок. И бесполезная уникалка тут никак не поможет. Она лишь только навредит. У меня был случай на Газхевене, когда мой тиммейт пробежал через мейн, чтобы прыгнуть в окно селф-образки на краю карты. Ну и соответственно он там сдох. То есть он скипнул супер абузный мейн, в котором можно бегать обычного пешего киллера около минуты, если не больше. Поэтому уникалочка в принципе никак не помогает новичкам, а опытным она и вовсе не нужна. Под опытными игроками я подразумеваю людей, которые наиграли кучу часов в этой игре. И скажу по секрету, никто из них никогда не учился играть с уникалкой. А спавны мы заучивали и заучиваем в режиме своя игра. Поэтому уникалка бесполезная параша, которая препятствует развитию скилла игрока. Так еще не слабо отвлекает во время игры, так как непроизвольно ваш взгляд все же падает на эти яркие желтые ауры, и вы перестаете замечать, что происходит у вас вокруг. Ну и напоследок хочу задать вопрос клоунам, которые твердят, что уникалка помогает в мансах. Назовите мне хоть одного игрока из текущих топовых турнирных команд, который играет с уникалкой и не может без нее в принципе мансить. Внимание, спойлер, вы не назовете никого. И следующий бесполезный перк – Самохильчик. Самохильчик в далеком 16 году был лютой имбой, но после первого же нерфа сразу стал бесполезной парашей, которую продолжали использовать бесполезные тиммейты. Сейчас же Самохильчик считается перком руинеров, так как время на собственный прохил занимает порядка 45 секунд, не учитывая бафы и дебафы. А 45 секунд это ровно половина заведенного генератора, естественно не учитывая скиллчеков. Ну а если хилиться под дебафом травмы, то это займет у вас и вовсе больше минуты. Поэтому этот перк не стоит брать ни в коем случае. Первое время игра вам будет казаться страшной и местами даже веселой. Но со временем вы ко всему этому привыкнете и вам надоест постоянно висеть на круге и падать за 5 секунд. Так как вы не знаете как мансить, но хотите давать импакт, поначалу просто старайтесь бежать в угол карты и падать там. Если же убийца до вас все еще далеко, попробуйте найти какой-нибудь объект и бегать вокруг него, пока вы не упадете. Почему в углу карты? Потому что с угла карты чаще всего дольше нести на крюк. Таким образом, вы выиграете для своей команды еще несколько секунд. Такая тактика практикуется на турнирах среди топовых турнирных команд. Так что не считайте это каким-то глупым советом, это настоящая база. После того, как вы привыкнете к киллеру и перестанете его бояться, начинайте учиться мансить и падать в правильных местах. Начинайте бегать в конструкциях, изучайте тайминги и старайтесь падать как можно дальше от генераторов. Учитесь на ошибках, а главное не тильтуйте. Не считайте себя каким-то бесполезным мусором. Вы новичок, с вас спроса нет. Поэтому вам будет позволительно делать какие-то грубые ошибки. Анализируйте свои ошибки. Подумайте, как вы могли бы выиграть больше времени в какой-то определенной ситуации, где вы упали. Или какую ошибку вы допустили перед тем, как упасть. Старайтесь запоминать карты, их названия и локации. Запоминайте убийц, их террор, какие способности они используют и какие издают звуки. Звук очень важный аспект в этой игре. По звуку можно понять, использует убийца свою способность или нет. В этой игре все решают тайминги. Под таймингами подразумевается абсолютно все. От прыжков в палетах до генраша и кемпинга и туннелинга. Генраш является неотъемлемой частью стороны выживших и ключевым фактором для их победы. Для убийц же ключевым фактором победы является кемпинг и туннелинг. Но безмозглые и тупорылые игроки ноют на все это. Выжившие ноют на кемпинг и туннелинг,
а слабые киллеры ноют на генраж. Но и те, и другие это лоускильные идиоты, так что их слушать вообще не нужно. Поэтому, если вы увидите такого нытика, просто плюньте ему в лицо и не общайтесь с ним. Также в этой игре очень сильно решает пинг. И от пинга зависят ваши чекспоты и джампспоты. Но эти термины вы поймете только когда уже наберетесь достаточно опыта. Обязательно заходите в спектейт, если вы умерли или сбежали в ворота. Будучи в спектейтах, можно подчеркнуть для себя немало важной информации. Вы можете наткнуться на более опытного игрока и посмотреть, как он мансит определенного киллера. Что он делает, а потом пытаться повторить эти мувы. Обязательно смотрите стримы опытных игроков. Ссылки на их стримы я закреплю в описании. Это будут ссылки на топовых турнирных игроков, как русскоязычных, так и англоязычных. С некоторыми из них я тесно общаюсь, а с некоторыми поддерживаю дружеские отношения. Так или иначе, мы все друг друга знаем. Ну и самое важное, задавайте вопросы. Не стесняйтесь их задавать. Главное, чтобы они не были глупыми. Задавайте их мне, стримерам, на которых я дал ссылки в описании. Главное, не стесняйтесь. Если вопрос не глупый, то любой из нас с удовольствием на него ответит. В заключение хочу сказать, что вы будете считаться новичками вплоть до 2000-2500 часов. И любой задрот, у которого 8000, 10 тысяч или 12 тысяч часов, не будет видеть разницы между вами и игроком, у которого 500 часов. И это вовсе не ЧСВ, а лишь констатация факта, которая основана на практике. Где-то начиная от 3000 до 4500 часов вас можно будет считать уже средним игроком и адекватным тиммейтом, с которым приятно будет поиграть паблик. От 5000 часов и более можно считаться ветераном, задротом и уже показывать что-то на турнирах. Разумеется, во всех этих правилах есть свои исключения, где игрок с 5000 часов может показать невероятный перформанс на каком-то турнире. Так же, как игрок, который имеет 10 тысяч часов, может играть до сих пор на уровне новичка. Такие случаи есть, но они единичные, поэтому и являются исключением, нежели правилом. И с каждым годом планка градации игроков растет примерно на 500 часов, потому что каждые 3 месяца в игру добавляется как минимум один киллер и как минимум один сурф, и от 2 до 4 новых карт. А это значит, что помимо того, что в игре появляется 4 новых киллера, к способностям которым еще нужно привыкнуть, в игре появляется также 12 новых перков убийц и 12 новых перков выживших. И все это нужно будет запомнить и держать в голове, чтобы обыгрывать. Если я что-то упустил, обязательно напишите об этом в комментариях. Также, если этот гайд окажется актуальным и на него будет спрос, в будущем я могу сделать гайд на то, как быстро и легко запоминать карты, либо же сделать серию гайдов по обозначениям часами на всех картах. Спасибо, что досмотрели до этого момента, всем пока!